Так, вот уже занялись дровишки в нашем замечательном камине. Прошло несколько минут. Все зависит, конечно, от качества дров и какие они. Если они из осины и там ольхи, они достаточно быстро начинают разгораться. И в плане протопки все происходит намного быстрее, чем березовые. Не знаю, конечно, почему это. Хотя и те, и другие поленья сушки несколько лет, уже лет, может, 5, а то и больше. Вот. Но я заметил, что если осину подложить, они достаточно быстро займутся, разгорятся. Ну, также, в принципе, и быстро прогорят. Ну, по первости, я уже приноровился, что всегда закладываю осину или ольху, а потом можно и березовые подбавить. Вот, прошло уже после начала топки, наверное, минут 20, как занялись поленья у нас в печке. И за это время можно с уверенностью сказать, что и дымоход нагрелся, и каналы. И вот давайте посмотрим, что произошло по, как говорится, температуре печных газов, которые выходят из заголовка. Вот здесь видно очень четко 175 градусов, и температура постепенно повышается. Это в ответ на вопрос, может ли быть конденсат в трубе и в самом щитке. Да, конечно, может, но думаю, при такой температуре все, что было, уже, как говорится, испарилось. И по своему опыту я замечаю, что когда температура уже переваливает за 170-180 градусов, я просто-напросто перекрываю ход летний и как бы на зимний. То есть полноценно у нас начинает прогреваться отопительный щиток. Вот я задвинул его. Давайте подождем какое-то время, что у нас пойдет с температурой печных газов. Вот сейчас видно, что открыты и нижние, и верхние жалюзи, или как еще лучше назвать, заслонки на печи, которым мы, в принципе, можем регулировать подачу воздуха и перевести, как говорится, все в тлеющий режим. Вот прошло буквально каких-то, может быть, пару минут, и вот смотрите, температура печных газов начала резко достаточно падать. Ну вот пройдет еще какие-то, может быть, 10-15 минут, уравновесится процесс горения, и можно будет уже подбавить следующую партию поленьев. И когда нагрев уже пройдет полноценно, мы понаблюдаем за температурой как на оголовке, так и на выходе из трубы. При помощи, как же этот прибор называют, не могу сказать, то ли, ну, в общем, температура электронной такой, лазерный термометрометр, можно сказать. И можно будет практически инструментально наблюдать за тем, сколько тепла остается в накопительном щитке.